Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал «Грани вкуса в жизни». Меня зовут Елена. Меренговый рулет с ягодами, нежный и воздушный, самый лучший летний десерт. Готовится легко, просто и очень быстро. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. При работе с любой меренгой помним правило: ни одной капли жира не должно попасть в белок. То есть чаша и венчик должны быть хорошо обезжирены и белок качественно отделен от желтка. Вливаем белки в чашу миксера. Белок комнатной температуры. Начинаем взбивать на низких оборотах миксера. Взбиваем белки до состояния пены, когда сырой белок уже не виден. После этого всыпаем сахарную пудру, ванильный сахар и лимонный сок. И продолжаем взбивать белок на больших оборотах миксера до состояния плотной устойчивой меренги. Специально обратила внимание на время. У меня меренга взбилась за 10 минут. Если у вас ручной миксер, то всыпайте сахарную пудру частями. Взбивайте секунд 30-40 и всыпайте следующую порцию. При любом способе взбивания белков должны получиться устойчивые пики, или, как говорят кондитеры, птичий клюв. В готовую меренгу вводим крахмал. Смешиваем лопаткой до полного объединения крахмала и белка. Выкладываем меренгу на силиконовый коврик. Разравниваем. Получается примерно слой 1,5 см. Если нет силиконового коврика, используйте бумагу для выпечки хорошего качества. Если бумага очень тонкая, то меренга после выпечки будет плохо от нее отделяться. Ставим выпекать меренгу в заранее разогретую до 150 градусов духовку на 30 минут. Сразу после выпечки вынимаем меренгу из духовки и переворачиваем. Для этого сверху накрываем меренгу листом пергаментной бумаги чуть большего размера, чем меренга. И кладем сверху бумаги не тяжелую плоскую основу. Это может быть доска для резки, алюминиевый поддон из духовки, в общем что-то плоское, не тяжелое и не гнущееся. Переворачиваем меренгу, даем остыть при комнатной температуре примерно 30 минут. Пока меренга остывает, готовим крем. В чашу кладем сливочный сыр и сливки, продукты охлажденные. Сливки перед взбиванием должны простоять в холодильнике не менее 8 часов. Сначала перемешиваем на низких оборотах миксера, а потом взбиваем до состояния крема. В конце взбивания добавляем фисташковую пасту. Ее можно заменить сгущенным молоком, вареной сгущенкой или просто сахарной пудрой. Взбиваем до однородного состояния, перемешиваем еще раз лопаткой. Проверяем, все ли хорошо смешалось. Получился гладкий однородный крем, который хорошо держится на лопатке. Выкладываем крем в кондитерский мешок, немного оставляем для украшения. Отрезаем и убираем уголок мешка. Наносим крем на меренгу и равномерно распределяем по всей поверхности. Выкладываем заранее подготовленные, вымытые и обсушенные бумажным полотенцем фрукты. Если любите орехи, сюда же можно добавить и орехи. И пергаментом, на котором лежит меренга, закручиваем ее в рулет.
Перекладываю на большое блюдо и ставлю в холодильник примерно на час для стабилизации крема. Через час украшаем меренговый рулет кремом и фруктами. Рулет получается с хрустящей корочкой и очень нежной воздушной текстурой внутри. Получился восхитительно! Попробуйте, это очень вкусно! Если понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будет много интересных рецептов. Приятного чаепития и до новых встреч!